И снова с вами канал Мы Дачники. Делаем рогалики с повидлом. Можно с любым, у меня яблочное. И смотрим, что для этого нам понадобится. Нам понадобится стакан муки, 50 грамм растительного масла, щепотка соли, разрыхлитель пол чайной ложки и кипяток 50 миллилитров. Ну, а в дополнение понадобится противень с пергаментом, сахарная пудра для украшения. Итак, начали. Здесь у меня стакан муки. Я его просеиваю. Потом добавляю все сухое вначале к сухому, щепотку соли. Кипячу чайник. И пол чайной ложки, это у меня разрыхлитель. Нужно соду, гашеную уксусом. Теперь добавляем сюда растительное масло. И начинаем перемешивать потихонечку. Сейчас в мультистакан я добавлю 50 миллилитров кипятка. И аккуратно тоже буду дальше замешивать тесто. Так, 50 миллилитров кипятка. И замешиваем тесто. Итак, тесто достаточно упругое, как видите, получилось. Сейчас мы его на 3 колобочка какой-то может чуть побольше, какой-то чуть поменьше. Это не страшно. Все, и ставим растаиваться под пленочку на 15 минут. Тесто уже простояло 15 минуточек. Сейчас каждый из 3 колобочков я раскатываю вот таким вот образом и режу на 12 частей. Каждую часть кладу четверть чайной ложки повидла. И вот таким вот образом заворачиваю. Потом все выкладываю на противень. Вот что у меня получилось в итоге. Духовку я прогрела до 180 градусов.
Буду ставить рогалики на среднюю полочку на 20 минут. Рогалики уже в духовке на 180 градусах температуры. Режим вверх-вниз и 20 минут готовки. Ждем. За 5 минут до окончания выпечки я поставила противень на верхнюю полочку. За 20 минут рогалики приготовились. Сейчас они полностью остынут. И можно будет посыпать их сахарной пудрой и уже кушать. Рогалики с повидлом я посыпала сахарной пудрой. Все, можно кушать. Всем приятного аппетита. Всего хорошего. До новых встреч.